Срочный приказ остановить нападение, полный запрет на огонь. Президент призвал военных отступить. Путин согласен на капитуляцию. Резонансное заявление представителей разведки. Чью и когда? Каков план Москвы? О чем речь? Разгром за считанные часы. На Западе заговорили о поражении. Удар по силам НАТО. Кто сдрейфил и почему? Опубликован отчет. Меркель учит европейцев беседам с Путиным, но почему сама пошла в отказ? Уничтожение ракетных баз и сил ПВО РФ. Калининград в центре внимания. Официальное заявление МИД. США усилили армию Путина. Зеленский решил устроить разгром Вашингтону. Военные бьют тревогу. Техника стягивается к границам. Свобода коррупционерам и работа для пенсионеров. Правительство хочет закрыть дефицит. Об этом и не только. Досмотрите. Друзья, всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. И хочу быстро поблагодарить всех, кто услышал мою просьбу искать сейчас свежие выпуски вручную из-за странного поведения YouTube для части аудитории, который не хочет подкидывать вам свежие видео, а упорно дает старые ролики и новости, которые мы с вами уже прожили, отжили и прочувствовали давно. Поэтому, если вы открываете YouTube, а вам автоматически не подкинуло выпуск на главную страницу, то ищите вручную и найдете. Не буду вас призывать подписываться и жать на колокольчик, сделайте выбор сами, но всегда рад новым людям. Спасибо за поддержку, и я начинаю. Гребешь деньги лопатой, заплатишь штраф. В Украине коррупционеров перестали отправлять за решетку. За первые 4 месяца суды вынесли 814 решений по делам о коррупции. Это на 27% меньше, чем год назад, но почти вдвое больше, чем до начала Большой войны. И во всех случаях наказание ограничилось лишь штрафами. Об этом говорится в анализе мониторингового сервиса Open Data Bot. Более 90% дел связаны с нарушениями финансового контроля, ошибками в декларациях, несвоевременной подачей документов и проблемами с отчетностью. Таких решений было 742. На дела о взятках пришлось лишь 6%, подавляющее большинство производств административные. Из 814 решений только 52 касались уголовных преступлений. Остальные были административными. В Нацагентстве по предотвращению коррупции объясняют это тем, что уголовные коррупционные дела расследуются и рассматриваются значительно дольше. Самый крупный штраф, более 1 миллиона гривен, примерно 27 тысяч долларов, получил киевский адвокат, который за 15 тысяч долларов продавал схемы уклонения от мобилизации. Несмотря на масштаб дела, суд не только ограничился штрафом, но и снял арест с его машины, квартиры, земли и коммерческих помещений. Самый строгий приговор — 10 лет лишения свободы получил сержант штурмовой роты на Сумщине. Он похитил и продавал военную оптику стоимостью более 4,5 миллионов гривен, в частности тепловизоры и бинокли ночного видения. Часть оборудования следователям удалось вернуть военным, однако суд признал преступление особенно тяжким из-за присвоения имущества ВСУ во время войны. Зеленский решил устроить разгром США и обвинил Америку в воровстве в пользу России. Москва пытается наладить вывоз зерна из временно оккупированного Крыма с участием субъектов из США, заявил Зеленский в соцсетях. Киев экстренно направляет информацию своим союзникам, уверяет Банковая. Тем временем Вашингтон снова продлил на 30 дней ослабление санкций в отношении российской нефти. В Минфине США рассказали, что у данного решения благая цель – стабилизировать мировой рынок сырой нефти. По словам Скотта Бессента, таким образом наиболее уязвимые страны смогут получить доступ к российской нефти, которая сейчас находится в море. Данная генеральная лицензия может стабилизировать физический рынок сырой нефти и обеспечить поставки нефти в страны, наиболее уязвимые с точки зрения энергетической безопасности. Она также поможет перенаправить существующие поставки в страны, которые больше всего нуждаются в нефти, ограничив возможности Китая накапливать запасы российской нефти, продаваемой со скидкой. Громкие встречи одна за другой. Китай принимает Путина. В Пекине уже открыто называют себя новым центром мировой дипломатии. Пока США и Европа спорят о войнах и санкциях, Си Цзиньпин укрепляет союз с Москвой, пишет The Guardian. Китайские государственные СМИ назвали одновременные визиты президентов США и России признаком того, что Пекин становится центром мировой дипломатии. В статье китайской прессы отмечается, что крайне редко одна страна принимает лидеров США и России друг за другом в течение одной недели. В КНР заявили, это уже 25-й визит Путина в Китай. На повестке двусторонние отношения, международные вопросы и дальнейшее развитие стратегического партнерства.
В последние годы под стратегическим руководством председателя Си Цзиньпина и президента Путина всеобъемлющее стратегическое партнерство и взаимодействие Китая и России новой эпохи стабильно и углубленно развивается. Сотрудничество в различных областях продолжается расширяться, принося ощутимую пользу двум странам и их народам, а также внося важный вклад в поддержание глобальной стратегической стабильности и международной справедливости. Путин при этом везет в Китай одну из самых крупных российских делегаций последних лет – почти 40 человек, включая вице-премьеров, министров, Набиуллину и руководителей крупнейших компаний. Главный акцент визита – экономика. Газопровод «Сила Сибири-2», нефть, СПГ, инвестиции, технологии и дальнейшее усиление торгового союза. СМИ также уточняют, что одной из тем может стать война в Украине. Меркель сказала «нет» и обвинила ЕС в бездействии по украинскому вопросу. Экс-канцлер Германии не видит себя в роли переговорщика с Путиным. Об этом она заявила в интервью немецкому телеканалу ВДР. Также бывшая канцлер считает, что Европа не использует в достаточной мере свой дипломатический потенциал. Одной военной поддержки Киева недостаточно, говорит Меркель. Как недостаточно и того, что только один Трамп ведет диалог с Путиным. Меркель заявила, что еще в октябре 2021 года, за 4 месяца до полномасштабного вторжения, она предлагала создать отдельный формат переговоров между ЕС и Россией. Однако идея провалилась из-за разногласий внутри Евросоюза. Переговоры на таком уровне должны вести действующие лидеры, обладающие властью, считает Меркель. Отметила также, что ее предыдущие переговоры с Путиным она вела как глава правительства, имея политическую власть. Речь, в частности, о переговорах, которые начались в 2014 году в рамках нормандского формата. Мы могли вести эти переговоры с президентом Путиным только потому, что обладали политической властью, потому что были главами правительств. Для этого нужна власть. И я лично никогда бы не подумала просить посредника поехать в Минск вместо меня и говорить с Путиным. Это нужно брать в свои руки. США усилили армию Путина. Враждебность Трампа оставляет Европу наедине с Россией и с обнаженной ахиллесовой пятой в сфере дальнобойного оружия. Об этом пишет The Telegraph, уточняя, что все это происходит после конфликта с канцлером Германии Мерцем. Речь об отмене поставок дальнобойных ракет «Томагавк» и начале вывода американских войск из Германии. В статье прямо говорится, без американских «Томагавков» Европа не имеет полноценного наземного оружия для ударов по военным объектам глубоко внутри России, а создание европейского аналога займет еще годы. Теперь Берлин пытается изменить ситуацию, уговорить США поставить обещанные еще Байденом ракеты, параллельно ускорить европейскую программу и даже искать временное решение через украинские технологии дальнобойных дронов. Западные чиновники говорят, что такие случаи показывают, насколько срочно Европе нужно избавляться от своей серьезной зависимости от американской огневой мощи. Даже когда мистер Трамп покинет пост, предупреждают они, его пророссийское движение МАГА, скорее всего, выдвинет следующего кандидата от республиканцев. Удар России по технике НАТО и силам Альянса. Военные бьют тревогу. На Западе заговорили о поражении за считанные часы. В Германии смоделировали нападение сил России на одну из стран Балтии. Военный аналитик Франц Штефан Гади рассказал, как в немецкой военной игре играл роль начальника Генштаба России и сломал НАТО без особых усилий. О тонкостях и слабостях он пишет в резонансной статье для Foreign Policy. Сценарий был прост. После заморозки войны в Украине Россия быстро бьет по Литве из Беларуси и Калининграда, перерезает Сувалский коридор и отрезает страны Балтии от остального альянса. По словам автора, ключевым оружием Москвы оказались не танки, а скорость, страх ядерной эскалации и нерешительность европейских политиков. Пока Германия обсуждала, готова ли она реально воевать с Россией ради Балтии, российские силы уже успевали закрепиться и превратить регион в зону смерти для контратаки НАТО. Главная ставка была на то, что США не вмешаются в первые 48 часов, а Европа без американцев не рискнет идти в лоб против российской ПВО и ракетных систем, говорится в публикации. Цитирую. Я также понял, что без немедленного ответа США, например, авиаударов по российским силам в Калининграде, Беларуси и Литве, атака на НАТО в странах Балтии в некоторых отношениях военно проще, чем вторжение России в Украину. Расстояние короче, военные цели более ограничены, а противники России, по крайней мере, на начальной фазе слабее, даже если они составляют самый мощный военный альянс в мире.
Литва тем временем смирилась, что может стать целью России, и в этом и есть сила страны. Такое заявление сделал глава МИД Литвы Будрис. Он уверен, что Европа слишком долго недооценивала угрозу со стороны России и теперь должна готовиться к реальному военному сценарию. Будрис отдельно подчеркнул, что ошибочно считать войну проблемой только восточного фланга. В случае конфликта последствия затронут всю Европу. При этом глава МИД заговорил о Калининграде и уверен в необходимости удара НАТО по российским военным объектам и базам. Альянс должен показать Москве способность уничтожить размещенные там системы ПВО и ракетные базы, говорится в заявлении. Послушайте. Мы должны показать русским, что способны прорвать их маленькую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть средства, чтобы в случае необходимости стереть с лица земли российские базы ПВО и ракетные объекты там. Путин согласен только на капитуляцию и полный захват Украины. О максимальных позициях Кремля говорят представители европейских разведок. Их цитирует агентство Рейтер. Те считают, что Путин не собирается останавливаться на частичном контроле над Украиной. Цель Кремля по-прежнему заключается в фактическом подчинении всей страны, говорится в публикации. И по данным главы внешней разведки Эстонии Каупа Розина, несмотря на санкции, экономические проблемы и потери, Россия продолжает наступление и не демонстрирует никаких признаков отказа от своих требований, включая полный контроль над Донбассом. Разведка при этом говорит о растущих проблемах внутри самой России, но одновременно европейские спецслужбы предупреждают, что это не делает Россию слабой и готовой к уступкам. Путин, по их оценке, намерен продолжать войну столько, сколько потребуется, а российское общество остается устойчивым к давлению. Глава разведки добавил, что не похоже, чтобы Россия собиралась смягчать свои цели в войне или чтобы намечался какой-либо крупный прорыв. Он также охарактеризовал российское общество как устойчивое. Это скорее самообман думать, что руководство России сейчас каким-то образом разрушается или что позиции Путина внутри страны серьезно поставлены под вопрос, сказал чиновник. Президент приказал остановить нападение. Трамп отложил удар по Ирану, который, как оказалось, планировался уже сегодня, потому что его попросили. Об этом президент США написал в своем True Social. По словам главы Белого дома, лидеры Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ лично обратились к нему с просьбой отсрочить атаку. Трамп рассказал, что уже дал указание министру войны Хексету и в целом американской армии отменить удар по Ирану. При этом Трамп по-прежнему предупреждает, военные США на Ближнем Востоке остаются в состоянии полной боевой готовности. В настоящее время идут серьезные переговоры, и по их мнению, как великих лидеров и союзников, будет заключена сделка, которая будет весьма приемлемой для Соединенных Штатов Америки, а также для всех стран Ближнего Востока и за его пределами. Эта сделка будет включать, что особенно важно, отсутствие ядерного оружия у Ирана. Еще одна ядерная держава стягивает войска и авиацию. Техника перебрасывается к границам. На фоне американо-израильской и иранской войны Пакистан, который, к слову, является посредником в переговорах между Вашингтоном и Тегераном, активно наращивает военное присутствие в Саудовской Аравии, которая фактически граничит с Ираном по морю через Персидский залив. Исламабад уже перебросил в королевство около 8 тысяч военнослужащих, эскадрилью из 16 истребителей JF-17, 2 эскадрильи дронов и китайскую систему ПВО. Переброска началась еще в апреле после ударов Ирана по инфраструктуре Саудовской Аравии. Официально говорится в материале, пакистанские военные будут выполнять в основном учебные и консультативные задачи. При этом секретный оборонный пакт между Исламабадом и Эр-Риядом, подписанный в прошлом году, позволяет при необходимости увеличить контингент до 80 тысяч человек. Источники подчеркивают, что состав и масштабы контингента, боевые самолеты, системы ПВО и тысячи военнослужащих свидетельствуют о том, что речь идет о гораздо более серьезной миссии, чем просто символическое присутствие или консультативная помощь. Украинцы прорываются через границу. С начала войны в Украине более 30 тысяч украинских мужчин незаконно пересекли украинско-румынскую границу. Об этом пишет Бильд, ссылаясь на данные погранслужбы Румынии. К
Как рассказали изданию пограничники, те, кому удалось перебраться через кордон, получают убежище и могут остаться в ЕС. Украинцы не случайно выбирают сложные маршруты через горы, там почти нет дорог, мало людей и слабее пограничный контроль, отмечает издание. Многие мужчины, для которых кордоны закрыты из-за войны и мобилизации, идут налегке, в кроссовках, без нормального снаряжения, ночью, без света, чтобы не нарваться на пограничников, и становятся заложниками дикой природы. Румынские спасатели уже почти 400 раз выезжали на помощь украинцам. Люди замерзают, падают в пропасти, умирают от переохлаждения, и по данным спасателей, в румынских горах погибли не менее 39 украинцев. ЕС готовит сюрприз украинцам. В Евросоюзе активно обсуждают продление временной защиты для украинских беженцев еще на 1 год, до марта 2028 года. Представитель Еврокомиссии Маркус Ламарт подтвердил, дискуссии между странами-членами продолжаются, но решение еще не принято. Менее недели назад спецпосланник ЕС Ильва Йоханссон заявила в комментарии Deutsche Welle, что она ожидает продления временной защиты для украинцев до 2028 года. Сейчас статус временной защиты действует, напомню, до 4 марта 2027 года. Работать до гроба, чтобы закрыть гигантский дефицит кадров в экономике России. Нужно возвращать на работу пенсионеров, предпенсионеров, а также трудоустраивать молодежь, заявил в интервью РБК министр экономического развития РФ Решетников. Если данные категории граждан не имеют отношения к отраслям, где сейчас дефицит рабочих рук, а именно речь идет о обрабатывающей промышленности, строительстве, логистике, медицине, сфере торговли и услуг, не беда, говорят в Минэкономразвития. По словам Решетникова, пенсионеров можно переобучить, отправить на курсы повышения квалификации, стажировки. Чтобы россияне заинтересовались работой, министр предлагает внедрять гибкую занятость, полный, неполный рабочий день и удаленку, и сверхурочные часы в качестве бонуса по желанию пенсионеров. Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс, по которому расширены возможности для сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год. И, естественно, с повышенной оплатой и только при согласии работника. Это позволит обеспечить кадрами порядка 100 тысяч вакансий. Друзья, на этом все. Спасибо вам большое за поддержку. Как всегда напомню, мне будет приятно, если оставите комментарий, лайк и сделаете репост этого видео. До встречи уже завтра.